может быть где-то здесь, может быть где-то здесь, а ночью он вообще может выходить питаться вот сюда на место. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, вставляйте комментарии и следите за обновлениями. Гляньте, сколько оводов залетело. Окна открытые. Кондер не хочу уже включать. Вот. Пускай залетает. Мы их прокатим до следующей остановки. Скидываем прицепы, проедем дальше по береговой линии. Людей на реке хватает, люди стоят, люди отдыхают, большие маленькие компании. Посмотрим, может быть, что-то новое откроем сейчас для себя. Ехали, нашли место, начался очень сильный дождь. Ждем, пока закончится, и потом будем устанавливать шатер, чтобы можно было спрятаться. Потому что хочется половить и на фидер, и на закидушки сама хочется половить. А как показывает практика, самы сидят на ямах, а если рядом ямы, пытаться ловить оттуда бель, то, скорее всего, сом заляжет на дне, и ты не сможешь ее ловить, поэтому нужно искать либо вход на яму, либо выход из ямы, чтобы можно было ловить и одно, и второе. Я похожее место нашла. Не знаю, может кто-то сюда приехать или нет. Я надеюсь, что, если что, здравый смысл победит. И прямо к нам на голову никто не сядет. А если даже и сядет, то это будут какие-нибудь спокойные соседи, которые не будут мешать, будут настоящие рыбаки. Да, Рамс? И я тебе потом, Рамс, покажу, где купаться можно будет. Прикинь, ты пойдешь купаться? Ты же хочешь купаться, да? Покажу вам место. Такой вот дубочек красивенький, один, второй. Здесь видно сразу, что бобер попробовал поработать. Здесь коряга, возле которой может быть сом там тоже. И вот здесь вот интересный старик. Помню, я когда-то хотела попасть на это место, но на противоположном берегу были люди. У меня есть лодка, если что, я смогу заплыть куда-нибудь туда в кувшинке. Может быть, там есть какая-нибудь рыба, мы попробуем ее половить, я закормлюсь. Знаете, какая туча прошла сзади. Гроза, ребят. Ёпсель-матрёпсель. Тут такие деревья, такие дубы, что нас точно можно трохи шморгануть. Я надеюсь, что все будет добро. Собираем все дуги. Каркасно туда в дуговой. Единственная проблема, его довольно-таки долго собирать. Но вдвоем, я думаю, что мы максимально быстро справимся. Это шатрик уже почти готов. Шатер установлен. Опа! Такая красота. Здесь пока ничего нет. Сейчас все сюда занесем. Закроем, ребят, комаров очень много, чтобы они сюда не залетали. Да и дождь уже пошел, что внутри сильно сырело. Хотя печка есть с собой. Смотрите, как удобно, когда есть прицеп. В багажнике практически все свободненько, все видно. Все нагрузили в прицеп и поехали. Импровизированный, ребят, стол вот такой вот получился. Еще буду что-то сюда доставлять. Здесь под полог влезли все сумки. Здесь лодка лежит, убрали из прицепа. Здесь два сиденья. Шатер хорош тем, что у него открываются вот эти вот все окна абсолютно. Завтра можно будет хорошо проветривать и спасаться от комаров и оводов. Здесь вход маленький, а с той стороны вход большой. Ну и стоять здесь можно в полный рост, и кроме того поставить печку. Это тоже несомненный плюс. Выходишь из палатки, здесь береговая линия вот такая вот интересная. Я могу сказать, что, на мой взгляд, по самому интересна даже вот эта вот точка. Почему? Потому что он может быть где-нибудь здесь. Уже, я думаю, пора забрасывать закидушки на него. Вот здесь вот берег осыпается. Ну и повторюсь, что на фидер я буду рыбачить откуда-нибудь вот оттуда. И вот так вот выглядит моя поляна уже со стороны. Конечно, ощущение такое себе пробираться по этой траве голыми ногами. Слава богу, что это не крапива, по крайней мере. И то хорошо. Ага, ребятки, смотрите. А здесь, походу, ловят на поплавок.
с лохматым пробираемся сюда. Опа! Трошки мокренько. Ага, здесь песочек. Но здесь ничего, я думала, ребят, что вот там выемка такая была. Я думала, что это яма. А это не оказалось не яма. Это оказалось чуть-чуть подтопленная береговая линия. Я думала в эту ямку забросить, получается, закидушку. Обрыв там. Видите? Весь обрыв у нас там. Интересно получается. Ну вот, ребят, уже и солнышко вечернее. Дело близится к закату, поэтому нам нужно успеть выставить все закидушки. Мелких самов, их везде много, и они клюются вот такими вот крючками практически на любой реке. И с крючками меньшего размера. Я поставлю крючки также вот такого вот большого размера, чтобы попробовать поймать что-то большое. Чтобы если клюнет хороший сом, он засекся. Блин, ну они стрёмные, ребят, вообще нереально. Я не боюсь, но они так стрёмно обвивают пальцы, эти выползки. Это же что-то с чем-то. Глубина. И сделаем отвод под поводок где-нибудь на расстоянии 40-50 сантиметров. И сделали отвод и дополнительно несколько раз смачиваем, фиксируем узел для того, чтобы он при натяжке не перегорел. Блин, у меня выползок, я не знаю почему, но я червей вообще не боюсь, но он какой-то очень неприятный. Он реально какой-то рил, какой-то вот, ну, просто немного стрёмный. Забросила 5 закидушек, все на выползка, все практически с большими крючками. Почему? Потому что я наконец-то хочу попробовать поймать крупного сома. Практически все стоит на выходе из ям. Я надеюсь, что места перспективные. Сейчас будем готовиться к ночевке. Я человек простой, есть время до заката. Заброшу фидер, поэтому делаю прикормку. Ну, раз уж на то пошло. Смешиваю между собой два корма. Лещ, спорт черный и гигант спорт. Ничего особенного по фидеру не буду делать. Надену просто хороший пучок опарыша белого. 4 штуки. И к нему добавлю мотыля. Ну, по крайней мере, ребятки, вот так вот лучше разжечь,
чем разжигать специальные жидкости, потому что жидкость, она потом воняет, нужно ждать, пока она выветрится. А когда вы распаливаете вот так вот газом, угли раскочегариваются без лишних всяких вредных вот этих вот, мне кажется, веществ. Слышу всплески какой-то рыбы, я думаю, что это сом. И выплескивается он со стороны пляжа, там, где обрыв. Вот так вот. Здесь у нас ничего не выплескивается, и я боюсь, что здесь раз, два, три закидухи у меня установлено, что нужно идти туда переустановить. Хотя, если там будет сом, 2 закидух там хватит. Но выплескивается, ребят, постоянно. Здорово, хороший вечер. Единственное, что периодически покусывают комары, когда отходишь от поляны, но вроде бы термоцел пока спасает. Вот он у меня здесь сбоку находится. Поставила его вниз для того, чтобы на сковороду не шел этот дым, чтобы я не траванулась потом. Все. Ждем потемнения, ждем поклевок. Подождала, пока хорошенько нагрелась сковорода. Сейчас вот этот вот пакет отправляю в нее. Трава. Четыре. 5. Слушайте, ну красота получается, да? Смотрите, какая буженинка. Она получается промаринована только снаружи, внутри нет, ее вообще запекают. А я решила вот так вот нарезать кусочками и на шампуры. Я решила прогуляться до закидух на пляже. Ну, не пляж, а напротив обрыва. Ну, наверное, это пляж все-таки. Но здесь много пляжиков. То есть видели много деток, купаются. И в одних местах. Во-вторых, только плохо, что одни купались вообще без взрослых. Ну, плохо. Потому что детей маленьких даже. Ну, тут такие самые могут быть. Закидухи мои не утянула. В принципе, никаких звуков я здесь, чтобы у меня звенели колокольчики, не слышала. Но всплески я регулярно слышу с этой стороны, что-то всплескивается. Ну, может же быть еще какая-то мирная рыба, но судя по всплеску, это что-то очень большое. Знаете, я думаю, здесь 100% должен быть сом. 100% он должен здесь быть. Пришел, да, ко мне. Аккуратно, не бегай, ты только покушал. Чего ты так носишься, рыжий? Сом может быть где-то здесь, может быть где-то здесь, а ночью он вообще может выходить, питаться вот сюда на месте. Все, пойдем рамс обратно. О, боже! Можно, короче, ребят, ставить поводок потолще и расчехлять подсак. Смотрите, здесь есть что-то большое. Смотрите. Вы поняли, ребята? Это его кто-то пытался съесть. Чтоб вы поняли. Мы его отпустим. Пускай его кто-нибудь доест, но это не прикольно нифига. Рамс, ты видел? Ну вот и первая поклевка, первая рыба. Правда, я ее не заметила. Заметила, когда подошла к самому фидеру, потому что я на фидере сейчас не сижу, не кормлю специально, ничего. На опарыше с мотылем. 4 белых опарыша и пучок мотыля. Вот такая красота. Вот такая. И вот такое уже. Все, ребят, солнышко пустилось. Горячая еда. Горячая ежа, ребятки. Опа. И вот тут тоже. Уже было несколько поклевок, это уже хорошо. Будем надеяться, что за этих несколько дней что-нибудь поймаем. 100% что-нибудь поймаем. Посмотрим. Рыбалка может быть разной, посмотрим, что мне захочется. Может, захочу вообще на лодке. Плыву вон в кувшинке стану. Буду ловить на поплавок. Очень вкусно, ребят. И полезно. Овощи.
А есть такой туман. Вы видите? Обалдеть. Я давно такого тумана не видел. Мы сидим прям в тумане. О, ребят, всего выползка обожрала. Вот так. Глядите, кто, ребятки. Не крупненький, вот такой вот саменок. Центрируемся. Вот тебе так интересно. Смотрите, на какой большой крючок. Вот поэтому они у меня сейчас клюют, обдирают и не затекаются, потому что крючки большие стали. Ну, зато не захватывает по самые помидоры. О, пускай. Из таких нельзя забирать. Раз. И два. Вот три. Точно что-то небольшое, потому что если у нас получилось. Мне кажется, как будто вообще что-то есть. Но. Хорошая что-то. Лещ, ребята. Походу лещ или густера, не могу понять. Но очень большое. Что-то сейчас посмотрим, это даже интересно. Хайфанана. Хафанана. Не, ну нифига себе, густера, я все равно трется. Обалдеть. Ё-моё, ребята. Обалдеть. Это густера, гляньте. О. Густера. Норм, конечно. Чё? Нормальная такая густера. Вот такую густеру можно, я не знаю, съесть. Так, ребятки. Опа. Ой, ребят, в палатке тепленько. О, огонь. Огонь. Тепло. Видите, здесь наверху настолько тепло, что можно вещи сушить. Ребят, смотрите, эта вот дверь сейчас открыта, и тот костер горит. Тут луна. Вторая дверь открыта. Там шатер.
Все, стульчик, ребята, к своему фидеру. Не буду распыляться, делает неделю. Так. Оп. Первая рыбка. Такая вот. Подлещик называется. Не крупненький, но подлещичек. Пускаем на мотыля. Ну вот, пожалуйста, на кукурузу с опарышем тоже что-то клюет. Сейчас. Да, кукуруза объела. Смотрим. Ну вот. Еще один подлещик. Еще один подлещик. На мотыля. На первой же кормушке, в которой я дала, ребят, мотыля. Не знаю, с этим связано или нет, но вот как есть. Что, рыжий? Ты уже сам хочешь поплавать, что ли? Ребят, надую каяк, пускай будет надут. Мало ли захочется с эхолотом проплыть, посмотреть, что там у меня месте ловли. Ты все, поехал, да, рыжий? Или плотвичка, окунек. Много, видите, мотыля добавила и окунь. Короче, мотыля не надо, ребят, добавлять. Прикормку, такое ощущение, кого-то животину лучше вообще не добавлять. Уже которую рыбалку зарекаюсь этого не делать, и все равно везде сую этого мотыля. Зачем я это сделала? Будем пробовать сейчас вот по парочке мотыликов ставить. Раз. Два. Пускай будет 3 мотылька. Ой, ребят, наверное, надо плыть в Старик. Как вы думаете? Вот какая-то рыбка плывет. Что у нас? Что у нас? Плотвичка. Плотвичка на опарыша. Ну, я бы на поплавок такой половила. А как вы думаете там? Что я за человек? Клюнул на мотыля, я взяла, поставила кукурузу. Не клюнул на кукурузу, поставила опарыша с мотылем. Клюнула. Я такая, да ну нафиг. Взяла и поставила червя. Не, ну уже. Логика в чем?
Клюет на опарыша с мотылем. Значит, надо ловить на опарыша с мотылем. Зачем я ставлю тогда червя? Так, ребятки, у меня первая рыбушка. И это вот такая вот красноперочка. Ха-ха-ха. Ну, красноперка тоже рыба. На поплавочек. Класс. Поехали дальше. Смотрите, какой маленький попался. Но попался. Ну, клея уже даже не хочет, ребят. Это вообще пипец. Ничего не хочет брать. Очень сильно парит. Очень сильно парит. Оп. Это у нас маленькая красноперочка. Чуть-чуть ближе к траве, вы понимаете, может быть просто корм сошел с точки здесь. Все-таки хоть какое-то движение получается есть. Оп. И еще один маленький подлещик. И еще одна рыбешка. Красноперушка. Походу она жрет корм. Тоже троху пузатая. Плыву, ребят. 1,4, 1,3 метра глубина. Здесь вот совсем меленько. Хочу проверить. 1,3, 1,2. Два и 0. Вот здесь вот резкий свал. 2,6, 2,7, 2,8, 2,7, 2,6, 2,8, 2,9, 3,0. Опа, 2 метра, 3,4 на 2 метрах была рыба. Ага, вот еще. Ага. При желании на поплавок можно ловить уклейку, красноперку, на мотыля. Вернусь обратно, вот покушаю. Про белые холоды, где ловлю на фидер, там глубина где-то 2,5 метра, выход из ямы. И там есть рыба. Но рыба где-то метр, 1,50 м от дна. Ну, ладно. 2 метра. 60 где-то сантиметров от дна. Ну что, дырявая?
ребятки, картошечка уже практически готова, поэтому самое время для того, чтобы забросить нашу рыбку. Головы, тушки. И 10-15 минут, через 10-15 минут можно будет выключать. Рыба варится очень быстро, чтобы ее не переварить. Даже чехонь, ребятки, есть. Угу. Тут, походу, какая-то рыбка. О, ребятки, подлещик. Вот так. Не крупный, но подлещик. Снова ощущение, ребят, как будто идет какая-то рыбка. Не могу только понять, какая. Тут в идеале, кстати, если я вот сейчас вытягиваю эту, то уже... О, еще один. А это уже плотвичка, ребята. Все. Это уже плотвичка. Ой. Уха. Рыбный суп, как хотите, называйте. Из чего было, с того слепила. Все, готово, ребята. Сейчас будем кушать, пробовать. Смотрите, сколько рыбки здесь. Обалдеть. Главное, ребят, что много рыбы. А то многие хвастаются своей ухой, там что-то туда заливают и так далее и тому подобное. А рыбы-то нет у вас там. А вот у меня здесь рыбка, конечно же, есть. Вот картошечка. Рыбка. Ну, давайте вот еще такую рыбку себе возьму. Опа. И больше жишки. Все, ребят, слухайте. Пол-литра супа. Не знаю, ребят, вообще вроде бы неплохо. Горячий обед. Щучка, во. Смотрите, какая. Готовлюсь к ночи, ребят. Выползка рыба жрет на раз маленькие сомики. Поэтому приняли решение насобирать вот таких вот ракушек и использовать на наживку их внутренности. Ну а что? За долгое время это первая поклевочка. Наконец-то она есть. Посмотрим. Рыбка какая-то идет, не крупная, но какая-то идет. Глянем. Что там у нас? Ого, какая красота. Ого, какая красота. Подлещик. Итак, внимание, в корм я сейчас добавляю кукурузу и нарезанного опарыша. Очень интересно. Очень интересный ты, дружочек. И клюнул он на пучок мотыля. Рыба очень медленно начинает возвращаться на точку. Причем я не знаю, от чего это зависит. От того, что я в прикормку добавляю опарыша с кукурузой, или просто потому что вечер. Потому что прошлым вечером тоже так было, то же самое. Сейчас уже пойду наживляться на сама. Подготовила его. В пакете у меня есть парочка живцов, таких ужасных, дохлых, вонючих, наверное, уже. Плюс нарезала этих перловиц. Будем сейчас наживляться, и будет выползок. По-моему, вот это очень даже по-самовнему. Живчик вот такой вот дохленький, вонюченький уже, наверное. И улитки, которыми даже ложки не брезгуют. И вот здесь вот, ребят, яма. Я сплавала с эхолотом. Так. Следующий.
Или уже сошло. Подлещичек. Или густерка. Подсак надо обязательно сюда. Потому что я настроена. О, подлещик. Мы чуть-чуть укрупнились. Мы чуть-чуть укрупнились. Вы видели только что бегущего человека с подсаком? Вот так. Рамсюшечка. Зайка. Дашь буську? Дашь буську? Бусю дашь, лапуся. Подлещик на мотыля. Опа, это была поклевка, ребят. Это была поклевочка. Как будто что-то шло. Да, идет, ребятки. Поклевка, повторюсь, была красивая. Сейчас посмотрим, кто так клюет. О, хорошая. Опа, видали, какая платвичка? Чувствуете? Ребятки, обалденчик. Вот возьму даже лучок, вот съем сейчас вот этот вот. Опа! И вот сюда. Вот, не-не-не-не-не-не-не. И вот так. Опа. Вот, ребятки, такая красота получается. Сейчас возьмем это дело вот так. Сегодня... О, блин, термоцел теплый. Сегодня как-то очень тихо и спокойно. Подозрительно. Ага, а вот и вечерний улов. Ну что, друзья, и подруги, конечно же, шашлычок готов. Такой вот вкусненький, убираем его. Такая вот красота, ребят, получилась. Остается попробовать. Мне нравится. Ребятки. Всем ни хвоста, ни чешуи. И, конечно же, хорошего отдыха, ребята. Отдыхайте побольше. Всю работу не переработаешь. Достойная густера. Отличная. Ночная.
Да, здесь что-то подсело. Ох, красавица. Смотрите на что. Меня было спрашивали, что у тебя клюет на эту улитку. Ну вот, посмотрите. Видите? Клюет. Отдавай. Давай сюда. О, нажрал. Видали? Посмотрите. Паскудник. О, пока другая. Ребят. Здесь тоже самое. Да, меленький, но самяла. Привет, вот видите, наставляла, ребят. И этот у нас взял. Вот, пожалуйста, посмотрите. На улитку с выпуском. Дай. О. Чудо. Чудо. Ники, ты белый, чел. Что ты такой белый? Ну-ка, друган. Вот так. Вот такая смачная штукенция получается. Хорошая гусера. Ну вот. Всю ночь, ребята. Теперь не знаю, секрет успеха по ловле гусеры. Это рваный выпуск. По ловле мощной гусеры. Не какашек всяких милых, а по ловле нормальных гусеры. О! Красота какая. Смотрите. Трошки что-то вон. Блин, я такую бутылку съела. А ты не хочешь такую съесть? Вековая густера, конечно, мне попалась какая-то на этого выпуска. Ничего нормального не клевала. Клевала одна мелочь. Но это тоже рыбалка. Сама я все-таки поймала на этом открытии. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями.